Данзайманы были одними из самых крупных средневековых феодалов в Японии. У них даже была своя тюрьма, и они единолично могли вершить правосудие над веренными ими людьми. Но при этом по статусу они были ниже любого крестьянина и торговца. Как такое может быть? Спросите вы. Ответ вы найдете в этом видео. Для многих может показаться дикостью, но в Японии, по крайней мере на неформальном уровне, до сих пор существуют отголоски кастовой системы. Некоторые из вас, возможно, знакомы с понятием буракумин. Дословно это можно перевести как «житель поселения», но вообще так раньше называли в Японии представителей низшего сословия. А точнее тех, кто вообще был за рамками каких-либо классов. Я напомню, что в средневековой Японии общество делилось на 4 сословия. На вершине пирамиды были самураи, потом крестьяне, за ними следовали ремесленники и торговцы, именно в таком порядке. В период Эдо с 1603 по 1868 годы поведение, одежда, место жительства для каждой группы были строго регламентированы. И правительство следило за тем, чтобы представители сословий соблюдали отведенное им место. Например, торговцам запрещено было носить золотые или серебряные украшения, или шелковое кимоно. Однажды в 1681 году на торжественной церемонии сёгун Цунайоси обратил внимание на роскошно одетую женщину и поинтересовался у окружения, к какому самурайскому роду она принадлежит. К своему удивлению, он услышал, что она из семьи торговцев Исикава. Как результат, семья была раскулачена и лишилась всего своего имущества и бизнеса. Переход из одного сословия в другое был практически невозможен тоже. Так вот, за рамками системы находились люди, у которых вообще не было никаких прав. По сути, это был такой аналог касты неприкасаемых в Индии. Строго говоря, эта прослойка вне сословия объединяла две большие группы, которые назывались Эта и Хинин. Хинин переводится как «недочеловек». К ним относили попрошаек, людей, которые совершили определенные преступления или несколько неудачных суицидов, сотрудников тюрем, но также уличных артистов, проституток и других работников сферы развлечений. Кстати, не все, кто принадлежал к группе хининов, был таким уж несчастным. Например, жители веселых кварталов Эдо, проститутки и актеры, формально были в самом низу социальной пирамиды. Но фактически многие из них являлись очень популярными и супербогатыми. Вот, самый старый из веселых кварталов Японии, Йосивара, появился в начале 17 века, недалеко от района Асакуса в Токио. Здесь кипела бурная ночная жизнь, и актеры кабуки и дамы полусвета были главными звездами. Как и сегодня, в те времена актеры и элитные путаны превращались в звезд с кучей поклонников из самых разных слоев общества. Например, самураям вообще было запрещено посещать такие районы, но они нарушали запреты, и многие из них регулярно посещали подобные места и закрутили романы с самыми популярными элитными проститутками Таю, просаживая здесь все свое состояние и лишь способствуя росту популярности подобных мест. О романах героях кабуки и местных проституток создавали байки, и все это обрастало потом дополнительными сплетнями, и, как бы сейчас сказали, они становились героями желтой прессы. Таким образом, положение хининов было не таким уж и печальным. И более того, из этой категории некоторые люди могли вернуться назад в свое сословие. Ну, например, представим, что человек обанкротился, стал попрошайкой на улице, в этом случае он превращался в хинина, и жить теперь он мог только в определенной общине. Но если за него вносили выкуп, то он мог вернуться к обычной жизни. Был вот, например, такой известный мастер самурайских мечей Сейку, который потерял основную работу, поскольку в период Эдо в Японии вообще не было войн, и мечи стали никому не нужны.
Так вот, время от времени этот известный, ранее, и даже, я бы сказал, легендарный мастер оказывался в поселении для хининов, откуда его периодически вызволяли. Ну, кстати, такую ситуацию можно встретить и в наше время, практически везде в мире. Если, например, человек превратился в бомжа, и нашлись его родственники, которые вновь вернули его к нормальной жизни, но, наверное, это будет то же самое. Теперь о другой группе. Другая группа называлась «Это». Вот как раз когда мы говорим об этой группе, то это то, что имеют в виду в основном, когда говорят о буракуминах. В наши дни сами слова «это» и «хинин» являются оскорбительными, поэтому ни в коем случае не используйте их в разговоре с японцами. Ну, собственно, слово «буракумин» тоже так себе, лучше его не употреблять. Так вот, к «это» в средневековой Японии относили людей, которые делали грязную работу. Кегары. Кегары – это как раз грязь. Собственно, само слово «это» означает «много грязи». Это забойщики скота, раздельщики туш, кожевенники, сотрудники моргов. Дело в том, что с распространением конфуцианства в Японии такая работа стала считаться грязной для души, когда, например, забивали скот или снимали с него кожу, потом делали обувь или там одежду. И, соответственно, считалось, что общение с такими людьми приводит к загрязнению души контактирующих. Поэтому окружающие стали сторониться таких людей. А вот в период Эдо в 17 веке законодательно был закреплен статус группы «это», их места проживания, одежда, их права. Ну, если точнее, вообще отсутствие каких-либо ни было прав. Ну, например, они вообще не могли даже использовать зонты во время дождя, да и просто так, не говоря уже о том, чтобы появляться за пределами зон своей работы и проживания. Интересным еще и является такой факт: большая часть этих хисабицуминов, это еще одно название для угнетаемых слоев населения, они управлялись своими лидерами. По некоторым данным, в 17 веке во всей Японии таких было всего 4 человека. Самый могущественный лидер этой хинин жил в Эдо, ну, теперешнем Токио, и носил титул Данзайман. В начале 17 века, но даже ранее, это было реальное имя, но потом оно стало передаваться по наследству. Так вот, Данзаймон и его наследники получили право от сёгуна или фактического верховного правителя Японии после императора, а император в то время, он в принципе не обладал реальной властью. Так вот, Данзаймоны получили право от сёгунов управлять почти всеми это и хинин в Эдо. И также еще в близлежащих провинциях. Власть данзаймонов над своими подопечными была просто безграничной. Они владели специальными тюрьмами для низшей касты, проводили судебные процессы в том числе. Вообще, данзаймоны тоже являлись отверженными в японском обществе, что вообще выглядит удивительно, поскольку по факту они жили в огромном особняке в районе Асакуса, а в занимаемом ими квартале также располагались склады, кожевенные мастерские, свой банк, охрана, тюрьма. Короче, это вообще было просто государство в государстве. У данзайманов было особое право носить шелковое кимоно и даже меч, что было позволено на секундочку только самураям. Политический и прочий вес крупного феодала в Японии периода Эдо, таких феодалов называли даймё, определялся количеством риса, который он отправлял своему правителю сёгуну, верховному правителю Японии. Чтобы быть даймё, в конце 17 века нужно было отправлять ежегодно 10 тысяч коку риса минимум. Один коку – это примерно 180 литров. Так вот, если перевести продукцию территории, которую контролировал Данзайман в 17 веке, то он отправлял 50 тысяч коку риса. То есть Данзайман являлся одним из самых крупных даймё, будучи формально изгоем. Не говоря уже о том, что он был практически абсолютным монархом своей вотчины. Вот такая вот парадоксальная ситуация. Так вот, в 1868 году касты в Японии были упразднены, и последний Данзаймон превратился из Данзаймона 13 в Дэна Наоки и стал рекламировать американскую
кожу для обуви, ну, поскольку этот кожевенный бизнес был ему близок. А на самом деле реставрация Мэйдзи оказалась сомнительной для буракуминов. Дело в том, что освобождение они получили лишь на словах, а потеря существующего бизнеса была реальной. И у них стали отнимать многие направления бизнеса, и в итоге большинство буракуминов просто обнищали и стали вообще жить в трущобах. Кроме того, предубеждения в японском обществе оказались настолько сильными, что потребовалось более 100 лет для того, чтобы буракумины смогли почувствовать себя более-менее свободными. Но вообще даже в наши дни в некоторых регионах Японии, особенно на Западе, существуют предрассудки, связанные с происхождением человека. Вот хотя сейчас в Японии является незаконным ущемление прав потомков Это и Хинин, до сих пор некоторые родители перед браком изучают родословную будущего зятя или невестки. Это возможно, поскольку в семейных архивах хранятся данные аж за 500 и более лет. И богатые люди и компании могут не совсем законно проследить историю той или иной семьи. Иногда данные трактуются ошибочно, поскольку понять принадлежность человека к буракуминам можно лишь анализируя данные, где жили его предки. Но с середины 20 века правительство, чтобы облагородить места проживания буракуминов, стало строить новые дома поблизости и туда переселяло вместе с буракуминами обычных людей. Так что происходило смешение, дети буракуминов начинали ходить в одни школы с небуракуминами, что впоследствии стало приводить к проблемам для всех, кто жил в таких районах. Многие компании тоже неформально могут проверять архивы и старались до последнего времени не брать потомков буракуминов на работу. Хотя получить выписку из семейного архива невозможно просто так, но корпорации, пользуясь своим влиянием, могли получать такие данные и отсеивать неугодных кандидатов при приеме на работу. Что там корпорации? Был такой известный политик Хирому Нонака, который выходец из буракуминов, который сумел подняться благодаря своим талантам по служебной лестнице до второго лица в государстве. И, в общем-то, оказалось, что он может стать следующим премьер-министром Японии. Но действующий на тот момент премьер Таро Асо на закрытом заседании дал понять, что этому не бывать. Сегодня потомки буракуминов разделились на два лагеря. Одни стараются всячески скрывать свое происхождение, тем более что молодое поколение лояльно относится к потомкам угнетаемых групп. Во многих местах Японии давно уже не проверяют родословную жениха и невесты и смотрят на все это сквозь пальцы. Однако, если речь идет о старшем поколении, то такая толерантность скорее исключение. Вот представители второго лагеря открыто демонстрируют свою принадлежность к потомкам буракуминов и создают разные общественные организации для помощи при приеме на работу или юридическую и социальную поддержку и так далее. Одна из самых известных таких организаций – это Лига освобождения Бураку. Есть еще и другие. И вот из-за того, что долгие годы общество отторгало буракуминов, многим из них ничего не оставалось, кроме как искать прибежище в преступных сообществах. По некоторым данным, якудза на 50% состоит из потомков буракуминов, а в некоторых преступных сообществах, ну, на западе Японии в основном, эта цифра может доходить до 70%. Мне иногда задают вопрос, а можно ли как-то внешне отличить потомков буракуминов от представителей основных сословий? Нет, сделать это невозможно, поскольку это не представители нацменьшинств, как, например, айну на севере Японии, а простые японцы, которые в силу определенных предрассудков и обстоятельств оказались в подобной ситуации. Внешне они ничем не отличаются от остальных жителей Японии. Да и вопрос, в общем-то, в том, а надо ли их как-то выделять и зачем это делать?